А ты как добрался, Аджита? Пускают из России в Абхазию? Да, ну спокойно на поезде доехал, все. Россиян пускают, другие, А россиян пускают? Да, других не пускают. Что у нас Махарадж как-то не включается. Ну-ка. Еще раз. А он в сети вообще? Ну, вообще в сети. Он читал мое сообщение. Сейчас, минуточку буквально. Выйду на... Unavailable. Очень странно. Еще раз. People, Mадхусудан. Харе Кришна. Какие новости, Махарадж, в Абхазии? В Абхазии, ну, в Абхазии все идет своим чередом. На днях провели программу такую спонтанную, нас пригласили там в какое-то общежитие местное. Алло, алло, слышно? Да, очень, очень хорошо слышно. Там йога-ретрит со всего этого СССР, ну, с России приехали там с разных городов, там человек 20 где-то. И там лекция такая, пообщались с людьми такие, интересующиеся люди такие. Не было богов, как обычно на таких вечеринках. Такие нормальные, искренне интересующиеся люди. Вот, пообщались. А йога-ретрит был в храме или при храме? Не в храме, там наши преданные. Они организовывают. Да, они сами с Оренбурга, живут сейчас под Анапой. А сюда, ну, они жили где-то год здесь, в Пицунде. Вот, а сейчас приехали, организовали там, ну, по интернету эту группу, приехали сюда, их водили там по разным экскурсиям. Там, и вот где-то в середине тура ихнего они пригласили там чисто дать лекцию. Ну, вот, пообщались, такие нормальные, интересующие. Сейчас, ну, я так понял, что сейчас люди очень сильно, как бы, не то что голодные, а вот просто озабочены поиском решения проблем, которые сейчас назревают, видать, во всем мире. Уже созрели на самом деле. Проблемы назрели. Вопрос в том, что на них они ответа не находят. Да, никто не знает просто, что делать, как жить вообще дальше. И даже не то, что там какая-то внешняя атмосфера, а просто внутри себя люди не могут понять вообще, какой смысл жизни, потому что, ну, вроде бы все как бы было по накатанной шло, а тут все как бы рушится, и все люди не понимают вообще, а зачем вообще тогда мы здесь, что мы здесь вообще делаем? Да, факт. Это реально как бы ощущается даже здесь, в Японии, казалось бы. Японцы такие люди, что очень закрытые, тем не менее сразу ощущается. Что-то, слушай, Махараджу звоню, почему-то то ли у них в Италии интернет выключился, то ли очень странно. Такого не было ни разу. Еще разочек. Аджита, а как Новомосковск? Освобожденные уже все? Наверное. От меня он точно освобожден. Govinda. О, Махарадж. Calling. Something strange happening today. Yes, something definitely strange. I can't hear anything. Can you hear us? Okay, now I can hear. Yes, something different happened. Can you hear me? Yeah, I can hear you very well. Everybody can hear you, Maharaj. All right, very good. So happily with you all. Let me see what we can do here. And many special guests today. Of course, every devotee is very special, but there are some extra special guests today attending. Extra special guest, okay. Tell me. Well, one has to show himself. Well, Дорогой наш новомосковский друг, пожалуйста, покажись Махараджу. There, Maharaj, look at your screen. He's showing himself. Baba. And no wheelchair. You're doing by walking. You're walking everywhere. Yes, all the way from Novomoskovsk to Abkhazia. Well done. Аджита Падаятра. Прям с поезда попал сюда. Хотел спрятаться, но мы его не пустили. Ага. But Maharaj is saying he just arrived, just freshly from the train.
So welcome to Abkhazia, to a beautiful family of devotees. And we had another special guest who ran away. Oh no, he's there. Yadu Krishna Prabhu. Oh, Jadu Krishna Prabhu. He's there somewhere. And Manikanta also. And Manikanta, yes. But I can't see. I don't know why I can't see anybody. Oh, there's Manikanta. All right. Dandavat Pranam. Jai Guru Maharaj, Jai Gurudev. And Jai Shri Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj. Jai Shri Bhakti Rajamu Jai. Jai. Всем преданным ки Jai. And I don't see Jadu Krishna Prabhu, but he must be here somewhere. He was there just a second ago. All right, okay, no problem. So we're here with the devotees, and you all know perfect English. Oh no, we need a translator also, I must remember. So first of all, Vanchakalpatrubhischa Krita Sindhubhya Evacha Patitanam Pavane Vaishnavi Namo Namaha. So we are all coming to Abkhazia, but for a moment you can visit the ashram here, where it's crispy, clear morning, like -1, -2, but the ice is beautiful morning in Abkhazia. И несмотря на то, что мы все пришли в Абхазию, я бы хотел, чтобы вы также посетили beautiful morning in Italy. Вилла Говинда. Посетил наш храм Ашрам Вилла Говинди. Сегодня очень свежее и ясное утро. Я хотел вам показать. Yes, Maharaj, everybody is very excited. And we know that in Thailand too it is a crispy morning with snow, first big snow of the year. That's in Fukuoka, Maharaj, in Japan. Ah, you see. But trust me, there was a crispy morning, but without the snow. Okay. Okay. You see, I've lost all track of the world now. I'm only sitting in a two-dimensional world. Maharaj, no, you're like Narada Muni, going here, going there. You don't really see a difference anymore. Well, we do see a difference, but today we have an active morning. They're actually laying insulation in the temple, so you may hear some knocking and sounds around, but it's our devotees, Murari Prabhus, come up from Liguria. И сегодня в Вилла Говинде утепляют здание, поэтому иногда во время нашего бродкаста вы можете слышать постукивание по стенам. Приехал один Прабху из Лигурии. So, first of all, Maharaj, Jai Shri Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj Ki Jai, Jai Shri Guru Bhakti Rokho Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shri Maharaj Shri Bhakti Rokho Shri Dev Goswami Maharaj Ki Jai. So I'm here to serve, and we're always answering like letters, questions by mail, these, various things coming up, and in all these, like 40 years or something as a devotee, we're always getting still new questions. So I challenge you, a question, a new question. You mean new, meaning fresh question, or same and no different question? Well, both. But I meant actually fresh questions, things which hadn't... Махарадж сказал, что за все свое время, за 40 с лишним лет практики сознания Кришны, Махарадж, как вы знаете, занимался много офисной работой, они постоянно получали письма и отвечали на вопросы преданных. Поэтому он хотел бы сегодня бросить вам вызов и спросить, есть ли у вас какие-то вопросы. Вопросы могут быть любые, и свежие вопросы, которые никогда не задавались, и также старые вопросы, которые задавали уже много раз на протяжении многих лет. But of course the first question for ourselves always must be, am I doing devotional service, and how can I improve my position in devotional service, my mood in devotional service? Но прежде всего, самый первый вопрос для нас должен быть, занимаюсь ли я преданным служением, и как я могу улучшить свое настроение, свою мотивацию занятием преданным служением. But you know that we've just had this actually quite intense few days of Gurudev-centered celebrations, the Adivas, the Vyasa Puja, then Bhaman Para, and then Guru Maharaj, then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's disappearance.
And still that continued for a while. So we've had that quite intense time recently. И, как вы знаете, у нас было 4 дня фестиваля, которые были посвящены явлению Шрила Гурудева, потом была парикрама по Мумбару, потом был уход Шрила Сарасвати Такура, и это продолжалось еще несколько дней после этого. То есть у нас было очень интенсивное пометование о Господе и Его слугах. And it is from Guru that we get all of the measuring stick, how to understand what is the quality of our life. Are we actually being sincere, or are we kidding ourselves? Are we just delaying things in our own life? It's from them we get the measuring stick. И в действительности это линейка, которой мы измеряем, насколько искренне мы следуем нашей линии, действительно ли мы предаемся, действительно ли мы посвящаем себя, или просто пытаемся оттянуть время. Эта линейка, она приходит к нам от наших духовных учителей, и ей мы замеряем уровни нашей искренности. And we read again, we've heard, and now we read in the Loving Search for the Lost Servant, Guru Maharaj saying the exact words, sincerity is invincible. И не так давно мы читали книгу, которую Шрила Гуру Махараджа «Поиск потерянного слуги», и Шрила Гуру Махарадж опять повторил в этой книге, что искренность непобедима. So we do have to look at our own sincerity, not just wait another year or another day or another week. We do have to take this as an immediate attention, priority for ourselves. И на самом деле это очень важно для нас смотреть, то есть анализировать уровень нашей искренности. То есть мы не должны откладывать это, мы должны делать это каждый день. And pray for service. If we feel we don't have service, then we need to pray for service. Если мы чувствуем, что мы недостаточно заняты в служении, если служение к нам не приходит, то мы должны молиться об этом Господу, чтобы это служение оно проявилось по милости Вайшнава, по милости Господа. Indeed, Srila Guru Maharaj said that basically when we chant the Maha Mantra, when we're coming to Krishna, then we are not to attach any prayer except, please engage me in service. Шрила Гуру Махарадж замечал, когда мы воспеваем Харе Кришна Махамантру, мы не должны просить ни о чем, за исключением одной молитвы. Мы можем просить, пожалуйста, займи меня в служении. And this morning I got an inquiry, a question, but I want to do service. I want to do service. How can I do service? Then we need to see, yes, if really we want to do service, service means some sacrifice. So we are suggesting, go to a temple, one temple which would be nearest to them. But it does mean sacrifice. It does mean we need to leave something behind. И сегодня пришел вопрос Махараджу с утра, где преданные спросили, я хотел бы заняться служением. Тогда Махарадж посоветовал, что служение означает определенное жертвоприношение, мы должны что-то принести в жертву. Но он сказал, пожалуйста, отправляйся и найди какую-то связь с храмом или ашрамом, который находится неподалеку от тебя, и займись служением там. И естественно, что для этого необходимо жертвоприношение. In this case, it's a single person currently without a job, which means that really they are able, if they can just leave the material attachments, they are actually in a position where they can go to the temple and render service. И в этом случае, конкретном случае, человек, у которого нет работы, на самом деле человек свободен, но у него нет особо сильных привязанностей, они могут целиком, этот человек, он может себя целиком посвятить служению в храме. But then they are saying, then the response comes back, oh, but this. But you see, we must, if we want service, we have to make that sacrifice and we have to adjust to that environment. We need to step forward. И Шрила Мадхусудан Махарадж говорит, что этот человек стал, после того, как он посоветовал ему отправиться неподалеку в храм и заняться служением, этот человек сказал, он стал приносить причины, по которым не может это сделать. Но Махарадж сказал, что без жертвоприношения, без каких-то усилий это невозможно, служение не получится. But all of us here have already jumped to some degree. But now we still have to make sure that our jumping is not just, now it's convenient. Rather, we need to always reassess our service activity.
как говорится, нам нужно прыгнуть прыгнуть в этот поток служения, поток преданности. И в какой-то мере мы все, кто здесь сейчас собрались, уже прыгнули в него. Но мы должны постоянно проверять, чтобы мы не привыкали к этому потоку, не принимали все за должное. И постоянно анализировали, в действительности мы еще искренне чувствуем и искренне заняты в служении. And how will we know if actually we are doing service or not? Again, if we will look sincerely and ask to Guru and the Vaishnavas, then from there we will be able to hear. Even if we're not with them, we'll be able to hear. И как мы поймем, искренне мы или нет? Мы можем спросить гуру, мы можем спросить вайшнавов, и через них нам придет реализация, придет понимание, в действительности мы занимаемся преданным служением или чем-то еще. So this is a little bit from the Navadip office this morning. I can reflect on that in our meeting today, our Zoom coming together. И эти новости сегодня из Навадвипа офиса, утреннего Навадвипа офиса, Махарадж просто поделился то, что произошло сегодня утром. Как вы все знаете, где бы Мадхусудан Махарадж не пребывал, там автоматически проявляется наш офис Шри Чайтанья Сарасвати Мат, который всегда находится в Навадвипе, одновременно он всегда находится в сердце Мадхусудана Махараджа. So now I have a question for Sripad Bhakti Sevan Rishikesh Maharaj. When is Abkhazia going to be all Krishna conscious? И у меня есть вопрос к Шрипаду Ришикеш Махараджу. Этот вопрос следующий. Когда Абхазия целиком и полностью станет сознающим Кришну? You have such a sweet country, and it just seems like they should be all Krishna conscious. They got the best opportunity almost. Абхазия такая сладкая страна, там столько много теплоты и нежности от людей, я чувствую. Потому что мне кажется, что они должны уже стать сознающими Кришну. Так что, Махарадж, пожалуйста, объясни, стали ли они сознающими Кришну, а если нет, то объясни почему. Ну, я просто не Господь Бог. Что я могу сказать? Да, когда станет и кто создает Кришну, это только Господу Богу известно и самим людям, может быть, которые вдохновились или не вдохновились сознанием Кришны. Мы пытаемся что-то делать, как-то проповедовать, а там от нас зависит усилие, а результат будет от Господа зависеть. Well, Rishikesh Maharaj said, he is not the supreme personality of Godhead, so he doesn't exactly know why they're still not Krishna conscious. But being a servitor of the Lord, he is just doing his responsibility, whatever he's supposed to do. He is trying to serve, and then the result will be dependent on the Lord's desire. Hare Krishna. That sounds like results are just around the corner to me. Махарадж чувствует, что результаты должны очень скоро проявиться. Hare Krishna. So Maharaj, some news from your side of the world, kindly. Махарадж спрашивает о новостях. Ришикеш Махарадж, может быть, мне ему рассказать то, что ты рассказывал только что? Ну, да, я еще добавлю просто к этому, что мы отпраздновали в Ясапуджи Шрила Гурудева, отпраздновали уход Бхактисиддханта Сарасвати Такура, попытались как можно подключиться к онлайн-трансляциям, сколько могли, услышали. Вот. Приходило много людей. Авадут Махарадж на день явления Гурудева, Авадут Махарадж, значит, от имени Авадута Махараджа мы дали вторую инициацию одному из преданных сочинских, была настоятельная необходимость, пуджари, то есть нужен был. Вот, и Авадут Махарадж сказал, проведите под руководством Притху через видео по скайпу, провели ягью. Вот, ягью вас очень долго заняла, там часа 4, наверное, мы проводили. Слушай, онлайн-яги это нечто новое, такого я еще не слышал. Да, вот. Такая вот последняя новость. И поэтому мы не могли особо присоединиться ко всем программам. То есть были почти всю Ясапуджу были поглощены этой ягией. Вот сначала готовились к ягии, потом проводили ее, потом, немножко мы успели застать онлайн-трансляцию.
То есть Яги была в Абхазии, а Притху руководил, как ее делать правильно, да? Да, то есть мы поставили телефон, и он непосредственно, и связь была такая хорошая, ни разу за все время не оборвалось. Вот, и все, как бы, Притху говорил, куда лить, куда, что класть, какие мантры говорить, в общем. Ну, у нас То есть вы были просто жертвенной ложкой, как говорится, а Брахманом был Притху. Да. Rishikesh Maharaj, many good news, Maharaj. Earlier he mentioned that there was a retreat, yoga retreat organized by the devotees. So about 20 people attended that. And they had a program there, which was very successful. Then later on, of course, as you know, we had 4 days of festivities, and they have very good program, lots of devotees attended. Then they had the second initiation by Srila Avadut Maharaj. One of his disciples in Sochi got initiated because there was a dire necessity in his seva. They needed a pujari. So they arranged the yagya, the sacrifice, the actual sacrifice happened in Abkhazia temple, but Prithu, he was the Brahmin, the priest. Very good. And I think Rishikesh Maharaj was the sacrificial spoon. Hare Krishna. So lots of good developments. Okay, so where now is Prithu Prabhu? А где сейчас Притху? Он до сих пор в Лахте, да? Он в Лахте, да, он здоров, оказалось, у него не было никакого коронавируса, просто простыл. Вот, так что... Well, he is in Lhasa, and at some point he thought he's got coronavirus. Yes. And then they checked, and they double checked, and there was no trace of any coronavirus. So he just got sick, like a regular flu or regular cold. But he's doing good. But he was in Sochi, right? He wasn't the priest by Zoom. No, like he was Zoom priest or Skype priest, whatever it was. That's what I say. Yes. Oh, okay. Now I get it more. Sorry, I didn't mention that. That's something unusual. Definitely unusual. This is an extra step along the way. Конечно, что вот это вся жертвоприношение и вторая инициация, когда священник находится в одном месте и через скайп, там, через интернет руководит другим человеком, который совершает, это нечто новое. Такого еще никто не слышал. Ну, так или иначе, Мадхусудан Махарадж как-то мне лично сказал, чтобы мы научились тоже яги проводить. И вот не было возможности просто так выучить технически это практически невозможно. А вот практически вот вчера предоставилась такая возможность поучиться этому процессу, проведению яги. Вот, и так сказать, немного мы уверенности обрели в этом, то, что как бы это в принципе выполнимо, скажем так. Вот, Притху так хорошо руководил. Да. Rishikesh Maharaj saying that at some point you requested them learn how to do fire sacrifice, just in case if they needed to do. So they had no chance till recent event. So he was very happy because Prithu was a good teacher. So he gave very good guidance, and then they could figure out everything very well, very nicely, and now they know at least something. Right. Only by doing it can you really understand it. Otherwise, very theoretical. На самом деле, Махарадж, это все очень теоретично до того момента, пока ты не начнешь практиковать это. Когда начнешь практиковать это, получается очень легко. And still the most important part of that whole sacrifice is the holy name of the Lord. Но самая важная часть этого жертвоприношения – это воспевание святого имени Господа. And by the way, which devotee got second initiation? I know the devotee. Махарадж, а кто получил, какой преданный получил вторую инициацию, какого имени? Его зовут Санкаршан, он получил первую инициацию, вот когда Авадут Махарадж приезжал сюда осенью. Вот. И он такой проявил себя такой... Санкаршан Прабху. Да, Санкаршан Прабху. И он такую активность проявил, так очень прям предался. Он там живет с Махапрабху, помогает все, там проповедует уже, там поют они. Ну и вот, а Махапрабху... Well, да. He is a new devotee, got initiated by Avadut Maharaj when he was there just recently, a few months ago. And then he got very inspired and did so much seva. So now he's in Sochi with Mahaprabhu and Mahaprabhu Das Prabhu. I met him briefly over the
Skype or Zoom, I think Skype. I saw him. I think he speaks English, perhaps. He's a very... I remember him too. Yeah, yeah. Мы на самом деле встретились с ним, у нас была встреча с сочинскими преданными, мы его помним. Он немножко говорит по-английски. Да. Такой он с бородой был, ну на яге. С бородой, да. Побрили его. Побрили, да? Да. So good. He was shaved, Maharaj. For Yagya, he was shaved. Must be, of course. Otherwise, what kind of yagya? Gurudev saying, second initiation is giving one's life. What to speak of giving a little hair? На самом деле, Шрила Гурудев говорил, что говорить о волосах, когда мы принимаем вторую инициацию, идея – это то, что мы отдаем нашу жизнь, мы предаемся. And I promise you also, Maharaj, that Gurudev, sometimes the devotees say, oh, I have to keep some hair like that. And Gurudev is agreeing when seeing their mood, but not agreeing from his heart. И на самом деле неоднократно я замечал, что иногда преданные говорили, о, Гурудев, я бы не хотел бриться, я хотел бы оставить себе волосы. И иногда в каких-то редких ситуациях, в зависимости от их настроения, этих преданных, и необходимости, Гурудев соглашался с этим, но в большинстве случаев он настаивал на том, чтобы люди, то есть преданные, они брились для этого события. And he's only agreeing for their encouragement. But when they've gone downstairs, Gurudev is saying to us, this kind of expression that I just said, they're meant to be coming to give their life. What to speak of a little hair? И на самом деле, поскольку, как вы знаете, Мадхусудан Махарадж всегда находился в очень тесном общении с Гурудевом, когда такие преданные, они приходили на веранду Гурудева и просили его о сохранении их волос, как говорится, и после этого они уходили, Гурудев соглашался с ними и давал им благословение только потому, что он видел, что их вера еще не стойкая, для того, чтобы просто поддержать их, как начинающих преданных. Он не хотел давить на них, но когда они уходили, он всегда комментировал, что о чем они говорят? Они волнуются о своих волосах, когда на самом деле в этот момент они должны отдать свою жизнь. And actually, we want to know what is Gurudev's, like actually his wish for us all, for each of us. Because we want to do it nicely, not to see what we can get away with, what kind, how far can I not sacrifice and still be accepted. И на самом деле наше настроение должно быть таким, мы должны как бы стараться отдать себя полностью служению. Мы не должны выискивать какие-то лазейки, которые позволят нам что-то не делать или делать меньше. Это не должно быть наше настроение. And actually we just need to be Gurudev's, we can say dog if you like, but dogs don't get shaved. We just need to be like Gurudev's, period, his, and then everything else will follow afterwards. Naturally, it's not a separate interest matter. Yes, на самом деле Мадхусудан Махарадж говорит, что на самом деле мы должны целиком предаться Шриле Гурудеву, быть подобным собаке Шрилы Гурудева, хотя собак не бреет, но тем не менее вы понимаете это сравнение, имеется в виду, что мы должны отдать себя целиком полностью в служении его лотосным стопам. Это наша идея и это наша цель. And this is why we've come to the temple. We've not come to the temple for a career or somewhere to eat or something. We've come to the temple to try to be surrendered soul, to give ourselves for the utility of the Vaishnavas and hence Guru. На самом деле именно в этом состоит причина, по которой мы не приходим туда для того, чтобы наслаждаться или найти какое-то теплое гнездышко для себя. Мы приходим туда, чтобы отдать свою жизнь в служение вайшнавам, в служение гуру. Hare Krishna, sweet remembrance of our sweet guardians. Таким образом, Махарадж, эти вопросы, они позволили Махараджу вспомнить прекрасное воспоминание, сладкие воспоминания, когда они были со Шрилой Гурудевом. Sweet and heavy. One devotee went from the temple and he went and said, oh, I'm going to get married, I'm going to get married. And Gurudev didn't agree. I mean, he wasn't happy. He encouraged him, no, just tolerate. This is going to be in everybody's life. With the body comes this nature, tolerate. But the devotee left. And when he went, Gurudev said, then he will have to suffer the reactions of what he is doing. И иногда эти воспоминания, несмотря на то, что они всегда сладкие, иногда они могут быть довольно тяжелыми. Я вспоминаю, как однажды какой-то преданный пришел к Гурудеву, который
он занимался служением в храме, и он решил стать домохозяевом, решил, как бы, может быть, жениться и уйти из храма. Решил, Гурудев попросил его: терпи, не делай этого, терпи, оставайся здесь, будь занятым в служении. Если ты уйдешь, то как бы к тебе придут очень сильные реакции за это. And so that example and others, but it is so clear that when we are Gurudevs, if you like, when we do just, okay, what's needed of me and I'm surrendered to Guru, yes, he's looking after all of our reaction, we don't have to worry. But really, if we do our independent thing, doing something the Guru is not so happy with, we are responsible for that. We can't do wrong or do like mundane things and then think, oh, Guru will take that reaction. И в действительности, когда мы полностью посвящаемся служению под руководством духовного учителя, в этом случае, если мы совершаем какие-то ошибки, может быть, совершаем какие-то грехи неосознанно, это все аннулируется Шрилой Гурудевом, его силой. Но когда мы уходим из этого круга служения и занимаемся какой-то материальной деятельностью, мы не должны думать, что Гурудев, он избавит нас от реакций наших действий. Эти реакции обязательно придут. And hence Srila Guru Maharaj, we know, giving stress to maintaining one's present position, not slipping away from wherever we are, at least to maintain that, and then with some extra energy come forward. But try not to slip backwards, like away from whatever surrender quality we've got at the moment. Шрила Гуру Махарадж, он подчеркивает необходимость, когда мы продвигаемся в нашей жизни как преданные, мы занимаем определенное положение, определенную позицию, и мы должны стараться держать эту позицию, стараться не опускаться с этой позиции. Мы должны находиться на ней, собирать силы, продвигаться вперед, но не двигаться назад. And that's why we are with each other, so that we can give each other the moral support, and not just that, it is give each other just the support, the family support, that we have to face the world, whatever situation we're in. Let's face it as devotees. И поэтому-то мы и находимся вместе. Мы должны постоянно морально и поддерживать себя, духовно поддерживать друг друга, помогать друг другу. Таким образом, если придут какие-то трудности, мы все вместе постараемся преодолеть их. And there are so many, like, quote, religious meditation, yoga, gurus and departments, schools, official, yoga teacher, this, that, out there, grabbing everybody's mind in different ways, grabbing it, like, firmly. И мы знаем, что в миру существует очень много соблазнов, так называемых учителей различных идеологий, религий и так далее, йога. И это просто, как говорится, хватает и тянет наш ум в разные стороны. But somehow we've made it across that minefield, somehow or another. We've come across that. It's not that there weren't our friends and people who were doing all sorts of things when we were younger, but somehow or another we weren't caught there. And Krishna allowed us to come to this association which is so valuable. И каким-то образом нам очень повезло, и мы прошли через это минное поле. И Кришна позволил нам это сделать, и Он дал нам это удивительное общение, которое очень ценное. Харе Кришна, Махарадж. Yes, I'm just closing the doors because our enthusiastic workers are making lots of noise. Well, we can't really hear anything, Maharaj. Oh, well, I could. It's saver sound, so it's all good. Because just a moment ago you were saying, let's face it together, and then you disappeared. And immediately we're feeling so much uncertainty and separation. Hare Krishna. But, by the way, I mean, this saver that they're doing here also, they've driven up 4 hours from Liguria down, which is near Genoa or somewhere quite a long way away. And we had to send them an official letter saying that they're coming for doing this work because it's all locked down and this, that and the other. So come here, and this is devotional service, coming to do something for the temple, something which is going to be helpful. There you go. This is an example of sacrifice. Yes, Prabhu, it is.
И Махарадж подчеркивает, что те преданные, которые приехали сегодня работать в храме, утеплять наш итальянский храм, на самом деле их путешествие не было очень легким. Они на машине проехали 4 часа из Лигурии, в то место, где находится наш храм под Миланом. И для того, чтобы это сделать, они должны были получить специальное разрешение у правительства, поскольку сейчас в Италии локдаун, и так просто передвигаться нельзя. And devote, so they're donating their time and happiness. I mean, they're professional. This is the kind of thing they do. They're donating their time happily. And other devotees have donated the flooring. It's insulation, so that this way to reduce all the bills and things, because it's necessary. И в действительности эти преданные, они жертвуют свое время. Это профессиональные люди, которые занимаются этим для того, чтобы, это их работа, так скажем, они профессионалы. А другие преданные пожертвовали строительные материалы. Почему они это делают? Для того, чтобы уменьшить затраты на электроэнергию, потому что в Италии она очень дорогая, чтобы утеплить храм и меньше тратить энергии. And I spoke with Mahima Mai Devidasi the other day from Sochi. And she was telling me how now they have an almost self-sufficient home, herself and Vyasadeva Prabhu. И Махарадж говорил с Махимой и Васудевом Прабху из Италии также. Они рассказывали, как они сделали дом, который стал практически независим от каких-то внешних источников энергии. They said they do all recycling, everything's recycled except a little bit of plastic. Everything else is all used on site, as it were. И все, что они, все их отходы, они перерабатываются, за исключением, может быть, какого-то незначительного количества пластика. Все остальное перерабатывается, и их дом, он не зависит ни от электричества, ни от источника воды и так далее. То есть у них все свое. Anyway, it's good to be conscious about all of these things, but the main thing to be conscious about is Krishna conscious, Mahaprabhu consciousness, and Krishna. Everything else in this world, we have to just harmonize with the environment. Так или иначе, много чего происходит в этом мире, и мы должны каким-то образом следить за этим, но это в действительности не так важно. Самое важное в нашей жизни – это следить за нашим сознанием Кришны, за нашей, о том, как мы предаемся Шри Чайтанье Махапрабху, и за нашей практикой как преданные. And you see very nicely Srila Avadut Maharaj on the Vyasa Puja day, or perhaps the next day, one of those days of the festival, very strongly saying how that we have this great necessity, we must preach, we must share Mahaprabhu's message, and we must all try to see how to do that in this age. И вы слышали, как Шрила Авадут Махараджа, это было, скорее всего, на Парикраму Бадампару, в заключительном слове сказал, что у нас есть необходимость в проповеди, мы должны все быть заняты в проповеди. В этом есть суть нашей жизни как преданных. And all of the living arrangements, we do what is required, but not excessively. Ну а все остальное, то, что необходимо для нашей жизни, мы будем придавать этому какое-то значение и внимание только в той степени, насколько необходимо. Нам не нужно особо сильно придавать этому большое значение. For most of us, if not everybody, who came from Srila Prabhupada's mission, ISKCON mission, then we all had the priority was the distribution of books, of magazines, of leaflets, of Harinam Sankirtan, the sound of Krishna's name. And the others who are in the temple, etc., they're all helping that to happen. We used to say, book distribution is the solution. So Махарадж говорит, что те преданные, которые пришли из ИСККОНа, Кришикеш Махарадж, он один из них, знает, насколько сконцентрированным, сфокусированным в ИСККОНе, все сфокусировано на распространении книг, на проповеди, на распространении журналов. И те преданные, которые живут в храме и поддерживают храмы, ашами, они на самом деле просто помогают этому процессу проповеди. Но самый основной фокус именно на проповеди. And here also we are seeing that they are taking the opportunity, that they're not using all their energy outside because of the lockdown. So they're taking the opportunity here. They're producing two new Italian books right now, and they've got a third small one which they want to reprint, which they're doing. They're taking all of this opportunity which they would not normally have.
И в Италии преданные тоже используют эту возможность затишья во время локдауна для того, чтобы перевести 2 новые книги нашей миссии на итальянский язык, а также еще раз публиковать одну небольшую книгу, которая уже закончилась. And by the way, I think you know that for probably several months when we were having our Zoom or Skype broadcasts or meeting, we were quoting from Revealed Truth, because Revealed Truth, we're reading every day Revealed Truth, as well as Chaitanya Charitamrita, and maybe something else. But now here, that book is finished. And so now here, we're reading the Loving Search for the Lost Servant. And we're reading it here while they're proofreading at the same time. That's one of the Italian books that's coming. И книга, которая будет сейчас переведена на итальянский язык, одна из них, это книга, которая называется «Любовный поиск потерянного слуги». И как раз-таки мы с Мадхусудан Махараджем еще в Таиланде, когда все это началось, начали читать книгу «Явленная истина», и в конце концов это чтение закончилось уже в Италии, и после этого они стали читать книгу «Любовный поиск потерянного слуги». И когда они читают ее утром, они одновременно занимаются редакцией. And every day there are so many things there which is like, this is everything. Everything is in this expression. Everything is in this paragraph. Just like we were finding every day reading the Revealed Truth. И также, когда мы читали книгу «Явленная истина» Шрилы Гурудева, мы с каждым словом на каждой странице всегда отмечали то, что вот это, в этом есть истина всех священных писаний, истина как бы всего сознания Кришны, истина нашей практики. И подобным образом это происходит с книгой «Любовный поиск потерянного слуги». So this way, as we mentioned before, we're getting encouragement just by being with the active devotees, as you are doing there, Maharaj. You have so many devotees who are active, and so we at least maintain our present position, and then try to do something extra. И таким образом мы стараемся поддерживать наше общение с преданными, которые активны, которые пытаются практиковать. И также и ты, Махарадж, находишься в обществе этих преданных. Hare Krishna. Anyway, I'm sharing something of our life here, but we're happy to parachute into Abkhazia, because there's no other way to get there at the moment. Так или иначе, я просто поделился тем, чем мы занимаемся сейчас в Италии, но я очень счастлив сейчас, как говорится, спрыгнуть с парашюта и попасть в Абхазию, потому что другого пути сейчас туда нет. And you see, Maharaj, you are drawing devotees magnetically to come to Abkhazia, because they are wanting association and wanting to participate, to contribute to what is happening there. И, Махарадж, ты подобен магниту, поэтому ты притягиваешь преданных, которые съезжаются со всех частей страны в Абхазию, для того, чтобы получить общение, чтобы вместе заниматься служением, вдохновляться. Все по милости гуру и вайшнавов. How can I serve? Так, Махарадж, каким образом Мадхусудан Махарадж может послужить нашим абхазским преданным? Харе Кришна. Вопросы? Сейчас, секунду. Questions are coming, Maharaj. I can serve by passing a question to Paramander too. Also, Давайте я вам пока даршан божеств, пока не закрыли. Now we're going to have a darshan of the deities before they're going to close the altar. Oh yes, Maharaj, please, please, please. Jai. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Radha Giridhari Jai. Beautiful day, this man. Maharaj, это Радха Гиридхари, Гандхарва Гиридхари. Ганхарва Гиридхари. Гандхарва Гиридхари. Сначала Ганхарвика, Авадут Махарадж дал, а потом я с вами, Махарадж, поправил, говорит, уже, говорит, есть такие имена, давайте сделаем Ганхарва. The first, Avadut Maharaj named them Gandharvika Giridhari, then Srila Goswami Maharaj corrected it because we already have Gandharvika Giridhari. So he changed a little bit.
saying Gandharva Gita. Okay, good to know the correct address. Yes. Yes, Prabhu. Oh, such beautiful temple and such beautiful devotees. Just see. Очень красивый, прекрасный храм и прекрасные преданные в храме. And maybe these doors are from Paramanan Prabhu. I don't know. No, Maharaj. It's from a courtesy of Srila Avadut Maharaj. The Maharaj interiors. Okay. Again, it's more Indian than India, the temple. Yes, and by extension, of course, Zami Sindhu Prabhu, he is our man in India. Давай. А можно вопрос? Есть ли вопрос? Вот вопрос. Да, пожалуйста. Вот сейчас мы вроде как живем в такое очень непростое время, да, в кризисное. И у некоторых практикующих возникают, такие панические атаки, скажем так, в смысле паники. Что же делать, куда бежать, вот это все, как продолжать практику. Вопрос вот в чем. Вот во время Гурудева всегда ли все было мягко и спокойно, и как он реагировал на это все действия, и какие делал практические, какие практические советы может дать Мадхусудан Махарадж нам сейчас и всему миру в связи с этой пандемией ковида? Yes, ma'am. Yes, Prabhu. So do you want to hear the question? Well, it's for you. Well, you can also answer. Okay, so let me know it's actually for both of us, because both of us have that experience. So the question is now, the situation is very frustrating for many people. Many people are panicking. They're feeling depressed. They don't know where to go. They don't know where to run to. Mm-hmm. So was it during the time of Srila Gurudev? Was it always very soft and smooth and everybody was very happy? Or would you share your experience? What Srila Gurudev would say something if he is in this kind of situation? He sees devotees are in that expressing that kind of feelings. Okay, so Paramanardai, you first answer. Махарадж хочет, чтобы я ответил. Мы оба ответим на самом деле этот вопрос. И во времена Шрила Гурудева была ли такая ситуация, правильно? И как Шрила Гурудев ответил на эту ситуацию? Как я понял вопрос? Кризисные ситуации в социальном мире. Ну, мир, как мы знаем, мир это всегда мир рождения и смерти. И рождение, я бы сказал, на самом деле самое радостное из того, что мы испытываем в этом мире, потому что все остальное потом двигается в сторону смерти. Опять-таки Аджита Прабху, который сидит там сейчас, напоминает мне канал, который они вместе с Павлом Кришной Прабху делают. Называется «100% смертность». Аджита, до сих пор вы делаете? Да. 100% смертность. Поэтому ситуация в этом мире всегда очень настоятельная. И, как говорится, под нами всегда, под задницей горит большой огонь. Вопрос, замечаем мы этого или нет. И во времена Шрилы Гурудева также были ситуации у разных преданных, все индивидуальные личности. И Шрила Гурудев независимо, нужно понять, что Шрила Гурудев это личность, которая пришла из духовного мира. Он не затрагивается гунами этой материальной природы. Он может проявлять какие-то лилы, которые похожи на проявление лил человека в этом мире. Но в действительности это практика. Поэтому к нему приходили преданные, у которых были тяжелые ситуации в жизни, разводы, у кого-то сгорел завод, у кого-то накрылся бизнес, у кого-то дети что-то нашалили, у кого-то просто депрессия по жизни, бойфренд, girlfriend и так далее. То есть, на самом деле было очень много ситуаций. И преданные, как всегда приходили, и Шрила Гурудев всегда очень нежно выслушивал этих преданных. Он прекрасно понимал, кто на каком уровне находится, какой совет он может дать им, и какой совет они могут принять. Шрила Гурудев никогда, как говорится, не говорил то или не просил то, что этот человек не мог бы сделать. Естественно, что будучи в общении Шрилы Гурудева, любая ситуация, как говорится, была по колено. Когда мы находились в его общении, когда мы знали, что в любой момент мы можем получить его общение, приехать в Ладвип, или Шрила Гурудев приезжал в разные страны, или просто взять трубку и позвонить Шриле Гурудеву, пожаловаться, открыть свое сердце. Мы прекрасно понимали, что Гурудев, да, он действительно поможет нам, и поэтому мы ощущали очень сильную поддержку.
Но я хочу заметить один момент, это может быть как бы не совсем радостный момент, тем не менее иллюстрирует очень хорошую ситуацию. Когда Шрила Гурудев он закончил свои проявленные игры, мы все вместе собрались для того, чтобы прославить Шрилу Гурудев в Навадвипе, приехало очень много преданных со всего мира. Естественно, все были очень в шоке, все были в большом шоке, все были расстроены, то есть всегда были слезы, была определенная депрессия. Это было очень тяжело переживаемое событие. Но я недавно смотрел на фотографии с этого фестиваля. Этот фестиваль длился 2 с лишним недели, мы все находились вместе там. И я заметил, что некоторые более поздние фотографии, на них очень радостные лица преданных. И я стал думать, почему преданные настолько радостны, почему они настолько удовлетворены, почему они улыбаются, то есть они светятся счастьем. Ведь Шрила Гурудев покинул нас. И я вспомнил, что как мы стали искать прибежище, как мы стали искать Шрилу Гурудева везде. Мы поняли, что Гурудев уже не проявляет свою форму. Мы уже не можем прийти просто на веранду, присесть к Гурудеву, попить, как говорится, чая, послушать Шрилу Гурудева, послужить ему, увидеть его выезжающим на таком как бы скутере вокруг Говинда-кунда. Да, безусловно, это ушло в непроявленное. Но тем не менее мы нашли присутствие, сильное присутствие Шрилы Гурудева в его наставлениях, а также в сердцах его последователей, в сердцах его учеников. Поэтому к концу фестиваля, и я говорил со многими преданными, включая Шрилу Мадхусудан Махараджа в то время, я просто поделился своими ощущениями. Я сказал: Махарадж, я не понимаю, откуда это, но я чувствую присутствие Шрилы Гурудева везде. Такое впечатление, как будто находится везде, в каждом атоме. А особенно он очень ярко проявлен в сердцах через своих преданных. Поэтому, какая бы ситуация ни была, если мы просто примем прибежище у Шрилы Гурудева, опять-таки Шрила Мадхусудан Махарадж начал с этого, как принимать прибежище. С искренностью, с верностью, с целомудрием. Если мы это сделаем, то любая ситуация в этом мире, война, конец света, это, как говорится, будет не так важно. Есть прекрасный стих. Самасритай падапалава плаван махападам пунья яшо мурари павам будхир ватсападам парампадам падам випадам натешам. Из Шримад Бхагаватам, в котором говорится, что для тех, кто предался Верховной Личности Бога, Шри Кришне, Мурари, любые опасности этого мира, они подобны лишь небольшому количеству воды в отпечатке копытца теленка. А для тех, кто не предался Господу, этот мир наполнен опасностями на каждом шагу. Падам, ятви падам, натешам. На каждом шагу нас ожидает опасность. Поэтому как бы ответ на это предание Господу. Maharaj, please. Yes. So the question was, what Srila Gurudev would say, and how should we, let's say he is here present right now, and this is the situation around the world. Well, he is present right now, and this is the situation in the world, and he's watching to see how we do on our own. Now we are the children who have to grow up and look after the family, look after each other in the family. И Шрила Мадхусудан Махарадж добавляет, что в действительности Шрила Гурудев до сих пор присутствует в этом мире. Если у нас есть глаза его видеть, и сердце его ощущать. Поэтому ситуация в мире остается той же самой ситуацией, которая была и раньше. And he will be pleased that the ashrams will be kept solid, so that they are solid, established pillars representing Guru Maharaj and himself. This is the first thing. И что делает сейчас Гурудев? Он следит за нами, чем мы занимаемся, как мы продвигаемся в нашей практике как преданных. И он также будет очень доволен видеть ашрамы, которые как бы находятся очень конкретное присутствие в этом мире, то есть туда можно прийти и получить прибежище. Он будет очень рад этому. Really, your ashram there, the Sochi temple, the different centers where the deity worship and the programs as Guru Maharaj and Gurudev gave are going on. They are like the spiritual oasis in a desert of this world. Поэтому эти ашрамы, например, ваш ашрам, сочинский ашрам, а также ашрамы по всему миру, они подобны духовным оазисам в этом мире. Туда всегда можно прийти и найти прибежище. And there are always differences among devotees. There are always differences in the spiritual world too.
Our test for each of us is that we can harmonize affectionately with these dealings, with these differences. И в действительности мы все очень яркие индивидуальности. У нас у каждого есть как бы свои чувства, свои ощущения. Поэтому вопрос состоит в том, как мы приведем в гармонию эту ситуацию внутри себя. We have heard from Guru Maharaj, we've heard from Guru Dev, we've heard from the scripture. They are actually quoting a verse in the scripture that says, there is a mountain of ego. That is the only thing separating us from the Lord. Especially so much humility, tolerance, giving honor to others, not wanting honor for ourselves. He will be telling each of us that every day. И каждый день Шрила Гурудев будет напоминать нам о величайшем даре, драгоценном даре, который принес нам Шри Чайтанья Махапрабху. Whatever it might be, just dissolve into the joy of the Yuga Dharma. Поэтому, если вы будете все вместе заниматься харикатхой, заниматься киртаном, то ваше эго, оно растворится в радости и счастье этого процесса. And in the daytime, keep busy with some seva. Keep busy under the guidance of the senior devotees. You have there Rishikesh Maharaj, who's managing everything, organizing things very nicely. А на протяжении дня постарайтесь целиком занять себя служением под руководством старших вайшнавов. И у вас есть Ришикеш Махарадж, пожалуйста, примите его руководство и работайте, занимайтесь служением под его покровительством. And Gurudev is here now, and he is smiling on Asia. Я могу вам сказать совершенно точно, что сейчас Гурудев здесь, и он улыбается и смотрит на вас всех в Абхазии. And you know, I have traveled over the last 6 years around the world so much, so many places. And you must know that I always am thinking of Abkhazia as a special place. Almost, you can say, as close to the Vrindavan we hear about in this world as we can get. You have a wonderful environment. И как вы все знаете, последние 6 лет я постоянно путешествую по всему миру. Но где бы я ни был, я всегда вспоминаю об Абхазии. И на самом деле Абхазия для меня это место, которое очень близко к Вриндавану по своим ощущениям из-за присутствия таких великолепных вайшнавов, а также природы. So you've got a wonderful opportunity, you've got wonderful association, and don't think that, oh, somewhere else is better, somewhere else is better. If your service is there, you be there completely happily, be nourished, keep your head up and out of the gutter, and everything will be perfect. Поэтому вам очень сильно повезло, вы находитесь сейчас в великолепном месте, и если вы будете просто находиться в этом месте и служить, и, как говорится, выньте свою голову из gutter, what's the Russian name for that? Кто-то есть у нас английский? Кришнаканта. Гаттер как будет по-русски? Забыл слово русское. Gаттер? А? Не знаю. Мариканта. Мариканта. Anyway, Maharaj, it just happens anyhow. Повторяйте, занимайтесь преданным служением в храме и будьте счастливы. Такой совет Шрила Мадхусудан Махарадж. А можно не Махарадж, I have one. Oh, she knows the gutter, yes. Мариканта, как гаттер будет по-русски? Сточная канава. Сточная канава. Выньте свою голову из сточной канавы, как бы поднимите ее вверх, и в этом настроении, следуя принципам Махапрабху, который Махарадж упомянул выше, воспевайте святые имена Господа и занимайтесь служением. And Maharaj, we have Ajita Krishna Prabhu with us, so I was thinking if he can give some report, because he is
He is our preacher in Novomoskovsk, and so many devotees came through his preaching. And he is also a big follower of Srila Goswami Maharaj. And with little English skill, he manages, as you know, beautiful video presentations of Maharaj's talks. Right. He can say something. And Goswami Maharaj is very pleased with the Gita Krishna rules. So this is also the measure of devotional life. Are we pleasing the Vaishnavas or not? Я хотел бы попросить Аджита Кришна Прабху сказать что-то, поскольку не так часто мы с ним видимся, и он на самом деле занимается очень активной проповедью в Новомосковске, а также привел очень много преданных в миссию. То есть благодаря его проповеди многие преданные присоединились к миссии, а также он занимается, как вы все знаете, изданием видео, небольших видео Шрила Госвами Махараджи. И для себя я могу сказать, это абсолютно мистический процесс, как Аджита его делает. Госвами Махарадж постоянно говорит, насколько он доволен служением Аджиты Кришны Прабху. И Мадхусудан Махарадж отметил, что цель нашей жизни, как преданных, это найти место в сердце Вайшнава через удовлетворение этого Вайшнава своим служением. Поэтому Аджита Кришна Прабху, скажи что-нибудь для вдохновения. Prabhu, after embarrassing you, please let us humbly ask you for some devotional news from you, Prabhu. I know that Ajita Krishna Prabhu can take it. Ну, я приехал сюда специально продолжать монтировать цикл лекций Госвами Махараджа. Я сейчас начал делать цикл «Погрузить глубоко в реальность». Первая часть будет называться «Сладость», а вторая часть будет называться «Великодушие». Я планирую Ajita Krishna Prabhu will continue the series. There will be two kinds of series. One will be called Sweetness, сладость, и другой, Аджита? Великодушие. Мадхурия и Аудария. Ага, Мадхурия и Аудария. Общее название «Погрузить глубоко в реальность». Первая часть будет «Сладость», вторая будет «Великодушие». So dive deep into reality will be main theme, and then Madhurya and Audarya will be two branches. So that is his project, and he's going to do it in Abkhazia. He especially came for that. A digital project, is it? Yes, the video. Это видео Госвами Махараджа. По 15-20 минут будут видео короткие, как сериал такой. Два сериала будет. 15-20 minutes per one video. Надеюсь, все будут удовлетворены этими видео, поэтому я надеюсь, что получится по вашей милости. He's really hoping that everybody will be satisfied by this service and asking for your mercy. Hare Krishna. It's a responsible service. I'm sure you will do with sincerity. Jai. Мадхусудан Махарадж отвечает, что это очень ответственное служение, и то, что он уверен, что Аджита Кришна Прабху очень искренне подойдет к нему. All right. Actually, Maharaj and Paramanardai and all of you, as you may know, I'm going to need to go in a short time because I have to take a plane to another place. Right, Maharaj. Oh yes, that's right. That's right. Okay. But Maharaj, normally we are hearing some kirtan from you, but I won't be able to participate today because just now I'm going to have to go. But Maharaj, I don't know how time disappeared in a moment, but happily in your association, and we always look forward to meeting you every week in Abkhazia. Да, я готова. Махарадж, к сожалению, Махараджу нужно сейчас будет отправиться в другое место, и на самом деле он очень привык к тому, что мы вместе поем киртан, но в этот раз не получится, и он предлагает свои поклоны всем преданным и просит вас так или иначе спеть киртан. Просто вот так. Маникандра, пожалуйста, выключи микрофон. О, пардон. А я не знаю, как его выключить. Я просто уже в машину сажусь, слава Боже, мне убегать. Как его выключить? Тогда молчи. All right. So, please excuse Jai. Om Vishnupada Srila Gurudev Srila Bhakti Sanda Govindadev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupada Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai. Jai Srila Bhakti Bimal Avadut Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Savirat Maharaj ki Jai. Jai Shri Chaitanya Saraswata Acharya Brinda ki Jai. Jai Shri Seven Rishikesh Maharaj ki Jai. Shri Paramahananda ki Jai.
Jai Shri Harinam Sankirtan, all the assembled Abhazya Vaishnava Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo. Maharajan Mадхусудан Maharaj ki Jai. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So please continue happily. Chant Hare Krishna, dance, and we will see you all next week. Итак, продолжайте, счастливо продолжайте практиковать, воспевайте, танцуйте, и мы увидимся на следующей неделе. Харе Кришна. Джай. Джай Шрила Бхактивинода Мадхусудан Махарадж ки джай. Джай Параманардой ки джай. Джай всем вайшнавам ки джай. Харе Кришна. Дават, Парамананда. Отправляемся сейчас в Украину, в Харьков. Харьковская программа начнется через несколько минут. Ну хорошо, мы тогда заканчиваем, сейчас проведем киртан и поем, почитать просадом. Харе Кришна, спасибо. Кришна Канда Прабху, всегда очень рад видеть. Ты мне напоминаешь всегда моего брата. У меня младший брат был. Ты просто его копия, реально. Я всегда надеялся на то, что мой брат когда-то станет преданным. На самом деле я бы начал проповедовать, когда я только сам присоединился, но ему было, по-моему, 5 лет тогда. И мои родители подошли ко мне и сказали следующее. Они сказали, что мы поняли, что тебя мы уже потеряли. Оставь нам хотя бы одного сына. Тогда я сказал, ну, что делать? Поскольку он еще несовершеннолетний, я его заставить не могу. Я ушел в храм, как бы, а брат остался, но жизнь его не совсем сложилась. Тем не менее, в своей жизни он несколько раз успевал Махамантры. Может быть, это его спасет. Хорошо. В скайпе может модератор отключать звук, кому он считает нужным. Кто начинает звонок, он может отключать звук. Да, Маниканта Диди уже поняла, как это делать. Аджита Дандаваты, прекрасно тебя видеть. В здравии. Такое впечатление, как будто на самом деле нормально ходишь. Я нормально, сидя нормально хожу. А Аджита Мобиль еще живой? Мерс Мобиль, да, вот я с ним приехал сюда. О, В супер. машине? Ну, в машине. Нормально. Пока еще, да, ездит. Все, Дандават Марадж. Дандават Парамананда Прабху. Бхакти Севас Ришикеш Марадж. Джай Шрила Гурудев. Джай Кришна Прабху ки джай. Джай. Абхазия Бхакти Вринда ки джай. Гурудев Шри Гуру Марадж ки джай. Джай. Джай Парамананда Прабху ки джай. Джай. Яду Кришна Прабху ки джай. Джай всем Кришна Прабху преданным ки ки джай. джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Так, ну что, мы закрываемся. Так, ну что, Хари Харая. Аджита, давай, приехал к тебе петь. Хари Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха. Хари Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Ядавая Мадавая Кешавая Намаха. Гопал Говиндарам Шри Мадхусудана. Гопал Говиндарам Шри Мадхусудана. Мадана Мухана. Гиридхари Гопинат Мадана Махана. Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Шри Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Радхара Шри Васади Гора Бхактавринда. Радхара Шри Васади Гора Бхактавринда. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Deva Gopala Bhata Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha hoite Vignana Sadishta Purana. Jai Gosai Chandra Muni Chandra Dasa. Jai Gosai Chandra Muni Chandra Dasa. Santa Bara Padare no Mora Panchadasa. Santa Bara Padare no Mora Panchadasa.
Bhakta Sanibasa Tandera Charana Sedi Bhakta Sanibasa Janane Morae Abhilasa Janani Janani Morae Abhilasa Jai Gosai Papa Braja Korla Basa Jai Gosai Jadi Braja Korla Basa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayamana Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Nama Sankirtana Kosinara Tamadasa Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Raja Jaya Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Giri Govardhana Jaya Jaya Giri Raj Giri Raj Jaya Jaya Giri Raj Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gora Hari Bo Jai Saparikara Shri Guru Gauranga Ganhar Girit Hari Ji ki Jai Jai Shri Giriraj Govardhan ki Jai Jai Om Vishnupad Paramaham Saparivradika Charyavarya Shtatarashta Shri Shrimad Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Paramaham Saparivradika Charyavarya Shtatarashta Shri Shrimad Bhakti Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj ki Jai Bhagavan Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Sai Chitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai Namacharya Shiva Haridas Thakur ki Jai Nandapati Vaishnava Vrinda ki Jai Shri Baladev Vidya Bhushan ki Jai Shiva Vishwanath Chakravati Thakur ki Jai Shri Narottam Shivananda Srinivasacharya Prabhu ki Jai Shiva Vrindavan Das Thakur ki Jai Shiva Krishnadas Kaviraja ki Jai Sadh Goswami Vrindavana ki Jai Sapashada Shri Nityananda Prabhu ki Jai Sapashada Shriman Mahaprabhu ki Jai Jai Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai Shukha Bhakti Vignavinasha Nrisimha Dev ki Jai Bhakta Prabhara Prahlada Maharaj ki Jai Tulasi Maharani ki Jai Ganga Yamunaji ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Chitanya Charitamrita ki Jai Vishwa Vaishnava Raja Sabha ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Mat ki Jai Shridham Maipur ki Jai Shridham Navadvip ki Jai Vrindavan Purushottam Dham ki Jai Baladev Subhadra Jagannath Haji ki Jai Samaveta Vaishnava Mandala ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai Harinam Sankirtana ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Bimala Vadut Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Rajna Mадхусудан Maharaj ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Madhacharya Vrinda ki Jai Jai Shri Pad Vidyaraman Prabhu ki Jai Jai Shri Bhakti Amrit Mahavir Maharaj ki Jai Jai Shri Pad Bhakti Ashray Dandi Maharaj ki Jai Shrimati Bhakti Lalita Devi ki Jai Jai Om Vishnupad Vishwareni Vishilachye Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai
Вся слава всем преданным Ки Джай, Нитай Гаур, Пряманардой. Да, Шрипад Бхактиван Кришкеш Махарадж Ки Джай, Шрила Гурудев, Джай, Аджита Прабху Ки Джай. Харе Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа закончена. Все наши поклоны, дандаваты. Харе Кришна, Джай, Шрила Гурудев, Джай.